Сегодня я покажу вам, как сделать офигительный омлет-бургер. Я бы не сказал, что это какой-то отдельный тип бургера, это просто маленький, да, я не фанат этого слова, но тем не менее лайфхак, маленький трюк, маленький прием, чтобы сделать клевые сэндвичи, клевые бургеры или просто клевые бутерброды. Ну, то есть я сделаю это на примере гамбургера, а вы можете фигачить этот омлет-бургер в виде 2 кусков хлеба и внутри омлет-бургер. И я сделаю офигительный один из моих любимых соусов, который делается из ингредиентов, которые есть абсолютно в любом магазине. Чё я не фанат? Я небольшой фанат, когда бургер слишком влажный. Например, если речь идет о сэндвиче BLT, то есть bacon, lettuce, то есть салат и томато, помидор, то там есть как бы сочность, которая компенсируется беконом. А когда в обычный бургер, где просто котлета, там сыр какой-то и наваливается много помидоров, я такого не люблю. Сочность я предпочитаю в виде соуса. Давайте сначала сделаем соус, потом все остальное. Погнали! Вместо того, чтобы запариваться с луковыми кольцами, которые расползаются и выпадают, лук добавляем в сам соус. А для этого просто супер мелко его режем. Когда я говорю мелко, я имею в виду реально мелко. Лучок порезан, собираем. По факту это 4 ингредиента, но можно вместо соли соевый соус добавить. Смотрите. Наш хрустящий лук микрокубиками. Мазик, если удастся найти кипай, японский, он такой сладковатый, тыквенный, тоже зашибись. Ну так вот, горчица и хрен по вкусу. Именно и хрен, и горчица. Я добавлю чайную ложку с горкой того и чайную ложку с горкой сего. Аромат. И ширача по вкусу для остроты. Вот так чуть-чуть. Получается ароматный, пикантный и достаточно мощный соус. То есть там и хрен, и горчица дают аромат, сладкое послевкусие лука и небольшая острота от ширачи. И это все на сливочной сладковатости мазика. Не могу сказать, что это совсем уж соус, а такая соусная прослойка, которая дает большую часть аромата, большую часть вкуса. Подходит вообще ко всему, хоть с хлебом ешь. Также заранее обжарим булки, чтобы потом с этим особо не париться. Так, это у меня картофельные булочки. Но они на самом деле просто с добавлением картофеля, ничего такого. Точно так же любые бургерные покупайте. Так, и разрезаем. Блин, пахнет свежей выпечкой. Клево. Так, вот так. Я использую свой любимый прием. Смазать мазиком, обжарить на сливоче. Всегда хрустит, всегда корочка очень быстро приобретается. Оп, 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 оп. Эх, 2 минуточки, посмотрите на это. Это божественно. Обязательно кладем все это дело на салфетку, потому что если положите горячую булку, мы же ее используем позже, положите горячую булку на холодную тарелку, мгновенно выступят на тарелке капли воды, и все это дело скурвится. Собственно, вот такие вот красотулечки. Кстати, небольшой, опять же, лайфхак. Если у вас какое-то хлебобулочное изделие чуть подгорело, то есть по краю, не знаю, вас не устраивает, что корочка чуть чернее, просто берете терку, вот так тиранули, и у вас и корка остается, а самые верхние черные пригаринки, они уходят. То есть так из сгоревшего тоста за 3 секунды можно сделать нормальный тост. Натираем 3-4 столовых ложки с горкой сыра. Я возьму вот такой вот оранжевый чеддер. Мне он нравится, как он тает, по вкусу нравится, короче, полностью устраивает. Ну, типа того. Берем пару... Так, разбивайся. Берем пару яиц, разбиваем в чашечку. И добавляем туда наш сыр. Ну, сыра как бы поменьше, чем яиц, но тоже дофига. Немножко соли, немножко свежемолотого перца и взбиваем. Да, сырный омлет, это зашибись.
Я не вижу смысла выпендриваться по фаршу, что-то покупая, нарубая, засовывая в мясорубку, учитывая, что продаются из ангуса, то есть очень мягкого сочного фарша, продаются вот такие вот готовые котлеты, и они относительно недорогие. На самом деле они совсем недорогие. Но они без ничего, то есть тоже немножко соли с обеих сторон. И тоже свежемолотого перца. Ну, не знаю, хоть куркумы добавляйте. Кстати, по поводу граммовок. Я бы расписал для вас точные граммовки, если бы, блин, знал. Вот такие блюда из серии сырный омлетик, что-то там лучок покрошили с мазиком. Это делается каждый раз по-разному. Ты пробуешь, мало горчички, ну добавь еще. То есть нет никаких граммовок, это на глаз делается. Вы скажете, что-то здоровые котлеты относительно булки. Да, здоровые, но они-то усядут во время жарки, а булка, мы ее уже пожарили. Так что можно брать котлеты побольше, чем булка. Врубаем газ, у меня есть жировой спрей. Ну, короче, спрей для жарки. На самом деле, абсолютно на любом масле жарьте, на подсолнечном, только главное, не на сливочном, сливочное может погореть. Разогреваем. Вот так. Много раз видел коммент, что это за фиговина. Эта штука называется Катаны гурме, спрей для жарки и выпекания. Вот такая фигня. Не реклама, просто очень много вопросов из серии «Что это такое?». Удобна штука тем, что можно, например, спрыскивать этим маслом прям сразу котлету. Минутки по полторы с каждой стороны. Короче, пожарить котлеты – дело не хитрое. Я не выпендриваюсь ни с какими розоватостями внутри, делаю до well done. И вторая котлетка тоже готова. Они долго будут теплыми, так что все нормально. Нифига я тут надымил. Но ничего, это нормально. Короче, ключевой момент. Очень удобно делать такой омлет-бургер, если у вас есть вот такое вот кольцо. Ну, вы знаете, которое типа для всяких кондитерских целей, для того, чтобы десерты сюда утрамбовывать. Если такого нет, сделайте такое же, свернув его из фольги. Это типа делается, не знаю, за 2 минуты. Смотрите, сковородочка, помните наш омлет? С сыром, солью, перцем и 2 яйцами. Так вот, врубаем газ. Я беру сливочное масло, жарю омлет всегда на сливочном. Вот так, отчекрыжу. Возьму немножко маслица и смажу изнутри кольцо. И, собственно, больше объяснять нечего, потому что вы уже прекрасно все поняли, за счет чего у нас омлет будет идеальной бургерной формы. Масло разогрелось. Ставим сюда нашу форму, она идеально прилегает. Взбиваем омлетик еще чутка. И делаем вот так. Вот так. И ставим маленький газ. Маленький. И небольшой трюк, чтобы наша омлетная котлета запекалась и сверху. Смотрите. Немного воды. Возможно, кто-то скажет: блин, а у меня таких круглых штук нет. Что делать? Да, блин, ничего не делать. Просто берешь такой же омлет, просто выливаешь на сковородку. И когда оно подзапеклось, просто берем, вот так, сворачиваем, короче, в 2 раза или даже в 4 раза. Ну и, собственно, вот у нас для 2 бургеров есть 2 вот таких конвертика. То есть, что конкретно мешает вам так сделать? Еще 2 минуты подождем, и там внутри не останется жидкого вот такого яйца. Вот, конвертики прекрасно так можно переворачивать, что угодно с ними делать, и никаких не нужно колец. В итоге получается вот такой вот, так, снимаем, сырный омлет-бургер. Вы скажете: нифига себе, он какой пышный. Но дело в том, что он чуть-чуть остынет и сильно-сильно усядет. Пышная, сырная, аккуратная штучка. Ну, красота же, ёкаламэна. С вас лайк, чуваки. С вас лайк. Если хотите, обжарьте и с этой стороны тоже. Форму он уже держит. Ну, а собирать омлет-бургер ума много не надо. Листик салата, потому что мы за здоровое питание, это все прекрасно знают. Само собой, наш чудесный соус, проверенный временем, шикарный, от которого сейчас не будет размокать булка. Вот, то есть все вот так будет лежать. Шикарно. Хотя булка с коркой, она особо и не успеет размякнуть. Теперь, котлета идеально подходящая. Еще немного соуса. Можете кетчупа еще сюда ливануть, какие проблемы. Наш омлетик. Еще немножечко здорового питания. Ну вот так. Все. Омлет-бургер готов. Там нечего показывать внутри. Абсолютно незачем разрезать этот омлет-бургер. Поэтому я его разрежу ради вас.
Вот так вот. Минус. Его капздец как неудобно есть. То есть только откусывать с разных сторон. Плюсы. Он офигенно вкусный. Омлет сырный, нежный. Соус божественный. В принципе, можно делать такой бургер и без мяса. Омлет с сыром заменяет котлету. Вот такой вот, собственно, простой рецептик. Вот такой лайфхак. Как сделать омлетно-сырную котлету. Очень вкусно, очень нежно. И самое офигительное, это, конечно, соус. То есть хрустящие кусочки лука, аромат горчицы, аромат хрена. И вот это все комбинируется с ширачей. Можно просто какой-нибудь острый соус добавить. Получается божественно. С вами был славный дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Всем пока.